Ребят, Askal Pilot 1 – это защищенный, очень дешевый смартфон. Дешевый в плане того, что стоит на момент съемки этого видео всего лишь $144. Хотя он может стоить и дешевле. Ссылка в описании под видео специально для вас разместил. И, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Но чем интересен смартфон? А интересен некоторыми вещами. Например, у него есть вот такой вот динамик, который играет на уровне достаточно таких среднебюджетных Bluetooth колонок. А еще у него есть 15 тысяч мАh батарея и MIL STD810H. Это военный стандарт защищенности, плюс IP68, IP69K. Вы сейчас видите, как лисица его купает, моет. Я ей дал задание, она его топила. Непонятно, что она с ним делала, но он спокойно это все перенес. Хотя не нам-то тестировать MIL STD. Плюс здесь 6 гигабайт оперативной памяти, которую можно с помощью внутреннего хранилища расширить плюс 12 гигабайт и 256 гигабайт еще, нет, знаете, как 12, оперативной можно расширить плюс 12 и 256 гигабайт хранилища. И все это вот действительно хорошо и качественно сделано, как за его деньги, потому что это Askal. Это такая Blackview ассоциированная компания. Но не существует идеальных вещей. Тут HD экран. Яркий, 700 нит, хороший экран, но он HD, HD+, 720 на 1604. Ну, как-то вот совсем пожмотничали и сделали такой экран. Хотя, действительно, если не пользоваться им для игр, то вполне себе приемлемая вещь. Я не говорю здесь уже о тех рабочих моментах, которые есть там отвесы, транспортиры и, конечно же, фонарик на 170, я вам сейчас покажу, на 170 люмен. Вот давайте, здесь у меня такой вот рабочий инструмент, и мы сейчас засветим даже нашу камеру. Лисица, я тебя вижу. Даже есть фонарик вот такой вот прикольный. Можно обратно заряжать ваши какие-то устройства, смартфоны, наушники, камеры, все, что вам, не знаю, заблагорассудится. Да, здесь не быстрая зарядка обратно, но сама зарядка смартфона 33 ватта быстро. Да еще и блочок положили на 45 ватт, можно что-нибудь еще заряжать, кроме этого смартфона. Наличие NFC, наличие, допустим, 2 сим-карт и возможности расширить еще наше хранилище, действительно, знаете, такое, добавляет сюда в копилку этого смартфона какие-то плюшки. Камера. Камера Samsung ISOCELL GN1. Это стандартная камера, которую используют вместе в паре с Mediatek Helio G99. Здесь G81 процессор, какой именно потом рассмотрим. Но в данном плане это неплохо фотографирующая камера, хотя тыльная камера заваливает немного в теплые цвета и фронтальная, а вот фронтальная у меня вопросов нет. То есть камера мне фронтальная совсем понравилась, тыльная, ну такое себе, можно было бы и получше. Хотя снимает видео всего лишь 1080p 30 Гц, но при этом воспроизводит и декодирует спокойно 1080p 60 Гц. А знаете, что еще сделали? Corning Gorilla Glass, у нас вот это вот покрытие стекла, и хочется немножко обматерить за транспортировочную пленку, которую сюда разместили, которая пузырится. Ну неужели не могли, в принципе, наклеить нормальную пленку? В целом, всем остальном мы сейчас с вами перейдем, распакуем данный смартфон и будем уже снимать дальше. Посмотрим, сколько он стоит, и будем тестировать, а потом делать выводы. Так, Askal Pilot 1 с NFC. Ну, как они пишут, 18 гигабайт, вообще здесь 6 плюс 12 программных из хранилища. 256 хранилища, и тут у нас там, что пишут, 6,67 дюймов, 720 на 1604. Это такой HD+. 6 плюс 12, MT6769. Это у нас G81 процессор и 15 тысяч мАh батарея. Давайте, конечно же, мы его уже вскрывали, тестировали и будем вам рассказывать. Первое, что бросается в глаза, есть ремешочек, но если там его позиционировать как Bluetooth колоночку, ремешочек это эко-кожа, хотя могли не жмотиться и нормальную кожу дать. У нас вот такой вот зарядник быстрый. Слушайте, как оно все качественно запечатано, а? У нас здесь 33 ватта, хотя сама по себе зарядка до 45 ватт. Но сам телефон вроде как берет 33. Кабель быстрой зарядки и телефон. Есть даже вот такая штука для того, чтобы открывать гнезда. Ну, я уже открывал его просто-напросто. Он массивный. Мега массивный. Сразу говорю, есть транспортировочная пленка, видите, которую нафиг сразу на выброс. Она вся пузырится.
Ничего такого прям экстраординарного в этой пленке нет, поэтому ее можно заменить на универсальную. Само собой, сейчас найти какую-то пленку именно модельную будет тяжело. Что сам по себе телефон из себя представляет? Датчики отпечатков пальцев. Посмотрите, как он реагирует на датчик отпечатков. Ну, надо после перезагрузки ввести первый раз пароль. Смотрите, так, оп. Смотрите, как разблокируется. Очень мгновенно, то есть очень быстро. Качелька громкости. Все у нас защищено. Кнопка, которую можно обучать под различные действия. Шок-пруф у нас. Видите, она антишоковая, против воды, против чего угодно. Там есть у нас вот такой вот двойной. Ну, здесь у нас получается можно две симки, либо симку и microSD карту. Тоже все за это плюс. Углы. Сюда цепляется ремешок. Вот именно в это место, в нижнее. Снизу у нас есть разъем. Давайте посмотрим. Type-C-шечка. Вот. Разъем Type-C. Все под заглушками. Кстати, если заглушка будет открыта, все равно влага не попадет. Он настолько защищен. И сам по себе смотрим на размер экрана. Да, то есть какой у нас там есть. Что-то у нас. Вот. Смотрим. Детский режим там какой-то. Ну и здесь мы уже добрались. Здесь сам по себе динамик колонки, вот этот вот Samsung IZCL камера, Big Sound и AI камера. Как они, такой дизайн прикольный, да? Такой прям современный. Слушайте, ну сразу на распаковке хочу потестировать камеру. Ой, не камеру, а звук. Так, включаем звук. Слушаем. Прям колоночка, блин. Вот, и реально звучит. Серьезно вам говорю, прям звучит. Я не скажу, что это прям мега топ колонка, но то, что она звук выдает хороший, это прям для такого походного варианта вообще отлично. Кино посмотреть, допустим, музычку послушать, ну прям вообще отлично. Ну давайте другую композицию. Сейчас. Ну прям вообще отлично. Ну какой-нибудь классику включим. Басистый, глубокий, хороший звук. Вот я прям удивлен. Вот для таких смартфонов я первый раз вижу. Мы раньше уже видели. Да. Попробуй. Сюда положи. Прикольно, да? То есть, все, ребят, давайте так. Я сейчас его настраиваю, подключаю и будем с вами его уже обозревать. Так, $144. Ребят, он стоит всего лишь $144. Мировая премьера, Sculpilot 1, защищенный смартфон с NFC на 15 тысяч мАh батареи. Можно добавить смарт-вотчи и даже ТВС-ки AirBuds 6 от Blackview-шечки. Ну давайте посмотрим на характеристики. Helio G81 Proц. Дальше посмотрим детально уже в AIDA 64. HD плюс экран 90 Гц, хорошо. 6 плюс 12 память. 50 мегапикселей Samsung IZCL GN1. И камера 32 мегапикселя. Ну тут они еще приводят про 4G спецификация. Это уже сами сможете почитать, потому что ссылку на это все разместил я в описании под видео. А вы должны подписаться и нажать колокольчик. Короче, 5-ваттный 138 децибельный спикер. Вот эта колоночка. На распаковочке вы уже видели, как это все дело у нас дубасит. Прикольно. Действительно громко. Фонарик тоже посмотрим. Прям вот неплох фонарик, 170 люмен. На 18 метров заявляют, пробивает. Футуристический дизайн и стерео surround sound. Я не знаю, какой он стерео. Я не ощутил стерео. Там моно. 15 тысяч миллиампер, 33 ватта быстрая зарядка, 10 ватт реверсивный чарджинг. У него есть чарджинг обратный, как Powerbank работает. Сейчас попробуем. Микрофон. Type-C на Type-C. Сейчас мы посмотрим, это что такое вообще. 2 в 1. Ну хорошо, давай. Нам же надо проверить. Хорошо, мы вставили реверсивную зарядку. Сейчас. Ну-ка, вставили. Заряжается. Это что за прикол? Быстро? Заряжается. А там пишется, что... Да нет, не быстро, обыкновенная. Пишется... Да там пишет, что все, уже приехали. Дошли уже.
смартфонами заряжаем все что угодно. Есть у нас режим работы в рукавичках 90 Гц, 700 нит экран. Кстати, для такого дисплея очень неплохо 700 нит. Что они нам тут еще пишут? Ага, искусственно-интеллектуальный фоторедактор. Ребят, ну это сейчас есть практически в любом телефоне, поэтому как супер какое-то, не знаю, нововведение я бы это не позиционировал, потому что это просто AI, обыкновенный редактор. То же самое, это берется из фото Google.com и берется через API. Поэтому тоже мы не скажем, что это прям супер какой-то момент. Corning Gorilla Glass 5. Ничего себе. От минус 20 до плюс 60. Вот это все, что меня останавливало в использовании простых телефонов. Вот плюс 60 это вот, да, вот все. И плюс даже подводная у нас есть камера и GPS by GLONASS. Слушайте, вообще неплохо. Заявляются прям очень неплохо. Про этот спикер неплохо. Про спикер я подтверждаю. Спикер действительно звучит для смартфонного просто отлично. А вот фонарик, что его держать внизу? Обычно я куда-то направляю. И прям, слушайте, на 18 метров заявляться и показывать, что он бьет в небеса, вот это меня прям очень сильно сейчас удивляет. А зачем из палатки куда-то светить? Типа, медведи, я тут, в лесу, идите сюда. 138 децибел booming sound, SOS alarm bell. Ну нет, слушайте, неплохо. Как именно, знаете, для каких-то рабочих специальностей. Смотрите, туризм, путешествия, рабочие специальности, допустим, какие-то пожарные службы. Я вам скажу так, военные, для военных подходит. Для подводников, слушайте, а вот это я не подумал. Он же у нас... ну подождите, а какой у него грейд защиты? Где грейд защиты? Слушайте, а есть. Nil STD 810. Есть. Это значит, он может быть под водой до 2 метров. Это раз. При этом там дождь, IP68, IP69K до 1,5 метров 30 минут. Вот так вот. До 1,5 метров 30 минут. Работа в перчатках. И по камере, смотрите, ну Google Lens, они, видите, вот тут пишут эти Google Lens, зачем? Селфи-камера, подтверждаю, селфи-камера классная, с классной детализацией, классно отрабатывает вот этот вот блюр заднего фона. 50 мегапикселей изоцел, неплохо, но в паре с процессором 81 вот этим вот от MediaTek Helio 1080p 30 Гц пишет видео, и фотографии уходят в более теплые тона, хотя фотографирует она достаточно четко. Я не скажу, что там это прям вот какая-то фуфлыжная камера. Нет, я не скажу, что это топ-камера, ни в коем случае. Вы видите перед собой сэмплы, да, то есть это неплохо. Это действительно неплохо, и видео снимает неплохо, поэтому я вот, особенно за $144, вообще никогда не скажу, что это плохая камера. Слушайте, в общем-то, я готов уже проходить, тестировать очень много всяких, они прям на камеру делают on-blur фото. Слушай, оно делает on-blur фото. Ты понял, если размазано, то нет вообще. Ну, это, в принципе, сейчас делает любой фоторедактор уже с искусственным интеллектом. Короче, ребят, очень много всего они понаписывали. Вот это все идете, смотрите. Ну, действительно, я люблю, когда там Аскалы, Blackview что-то пишут. Ну, чересчур много. Переходим и тестируем. Давайте рассматривать теперь его возможности. Разблокировали. Сразу же говорю вам по его мощности. Antutu нам показывает с вами 270 086 баллов. Давайте мы с вами мультитач-тест проведем. То, что вы понимаете, насколько у нас экран адекватный. 10 касаний. В принципе, очень даже неплохо. Итак, процессор 6 ядер Cortex A55 по 1,7 ГГц, 2 ядра Cortex A75 по 2 ГГц, 12-нанометровый. Хорошо, 64 бит, все вроде бы нормально у нас. За отображение у нас отвечает Mali G52MC2, 90 Гц экранчик мы видим, и разрешение 720 на 1604, это у нас HD+. По батарее 15 тысяч мА, пожалуйста. Все вроде бы хорошо. Ну, слушайте, батарея честная. Мы сколько не пытались его разрядить, так у нас ничего и не получилось. Потому что это действительно надо долго делать. По вот такому вот набору инструментов очень прикольная тема, потому что есть стандартно, как для защищенных смартфонов, набор инструментов, и тут как раз у нас задействуется вот этот вот фонарик. То есть, смотрите, он реально слепит. Боже, я себе в глаза светанул.
капец. Все, теперь сижу, да, опять. У нас есть также компас, замер высоты, у нас есть фонарик, шумомер. Да, он, кстати, работает. Транспортир, все визуальное. Есть у нас зеркало, рингтон, тревога. Кстати, да, вот это реально услышат все. Потому что на вот этом вот рингтоне, на вот этой вот колонке рингтон звучит просто-напросто, ну, очень-очень сильно. Есть у нас также отвес, настенный уровень и лупа. Ну, это обыкновенные визуальные штуки, которые работают от гироскопа самого телефона. Хотя достаточно действующие, достаточно действенный способ. По поводу тротлинг-теста, можем, конечно, попробовать стартануть, если он покажет какие-нибудь графики, ну, что-то показывает. Давайте, пускай полежит, посмотрим на его, уходит ли он куда-то в тротлинг, уходит ли он в падение частот, хотя нет. Без доступа к температурам у защищенных смартфонов зачастую нет ни доступа к температурам, ничего, и поэтому тротлинг-тест проводить, откровенно говоря, тяжело. Ну, давайте подождем. Итак, смотрим. Тест у нас подошел к концу, и как-то очень интересно. Смотрите, температура не менялась, потому что у нас нет доступа к датчикам, а по частотам и по этому у нас была вот эта вот часть, это у нас работали энергоэффективные ядра, и поэтому их потом загнало в красную зону, потом включаются высокопроизводительные, и он уходит вверх. То есть у нас падения частот не было вообще, поэтому вот это вот очень хороший график, когда от минимума к максимуму идет в процессе работы. Поэтому насчет тротлинг-теста он отлично его проходит. Хочется отметить камеру. Камера ISOCELL Sony Samsung. Неплоха, однако уходит немножко в теплые цвета. Ну, вы видите, да, что у нас есть. Уходит немножко в теплый, хотя это солнечный день хороший. Мне очень понравилась фронталка. Посмотрите на детализацию. Детализация просто-напросто топовая. При этом это портретный режим с размытием. Размытие достаточно качественное. Очень удивлен именно качеством камеры. Это без размытия. При этом очень-очень хорошая детализация. Смотрите. То есть, если кожу брать, ну, действительно, за такую цену меня здесь не устраивает только экран. То есть, леса у нас в некоторых моментах при таком сильном приближении к объекту были проблемы с фокусом. Ну, это присуще всем таким бюджетным смартфонам. Тут как бы чего ожидать? Это видео. Кстати, видео выводится на эту и даже на вот этот вот динамик. И даже какой-то звук маленький, да, там слышен. Ну, давайте перевернем. Даже какой-то звук слышен, как такой басистый, да, там где-то машины едут, кто-то что-то делает. Неплохо снимает. Хотя снимает он, чтобы вы понимали, 2К, по-моему, ну сейчас смотрим. Не 1080p, а должен был быть 2К. Ну, это MediaTek Helio G81, вот и я, ваш покорный слуга, тоже снимает максимально 1080p на фронталку видео. По фото у нас даже фронталка снимается HDR. Давайте я вам еще раз сфотографируюсь, привет. То есть это тоже очень неплохо, и есть огромное какое-то количество различных настроек, но у нас есть красивое лицо. Боже, а это я, получается, без него снимал. Я такой красивый, без этого режима красивое лицо. Есть водяной. Да, это, короче, у нас такое дело. Камера, я вам скажу, средняя, статистическая, средней какой-то такой своей говнистости. Ну, есть как есть. Слушайте, но прикол в чем? Я сразу могу сказать, что играть на этом можно. Играть на этом можно достаточно интересно. Так, при падении у нас нет профрезовки при появлении деревьев. Ну, это HD+. HD+, да, у нас не будет какой-то сверхдетализации, и какие-то там точечки вы не увидите как таковые. Там где-то какое-то движение, возможно, пропустите, потому что сверхчеткой детализации не будет. Но при этом производительность достаточная для того, чтобы работать без протормаживаний на в каких-то таких достаточно тяжелых играх. Хотя это смартфон, ну, не для игр, абсолютно не для игр. Это смартфон для, допустим, строителей, для дальнобойщиков, для военных, для кого угодно, но не для игр. Фонарик очень хорошо, колонка, ну это так чисто, знаете, по фану там
послушать музычку, послушать чего-то, там, посмотреть кино какое-то, если вы где-то... Для путешественников, для туристов, для путешественников вообще идеальный смартфон. 15 тысяч мАh батарея. Ничего, да здесь ничего не будет лагать. Нагрева нет вообще как такового. Это не те процессоры, которые так сильно греются. Давайте сейчас найдем хотя бы какое-то оружие, чтобы пострелять. Ну, давайте зацепим. Так, блин, здесь только целик. Вот целик есть, а оружия нету. Ну, все как обычно у меня. У меня все как обычно. Что-то где-то схватил и побежал. Слушайте, да неплохо. Нормальные углы обзора, нормальный смартфон. Хорошая цветопередача, да, с разрешением, конечно, прям видны угловатости, плавающий, допустим, те же самые плавающий пиксель, да, вот эти вот лесенки на углах, ну, короче, на сторонах, на каких-то острых этих. О, пистолет есть, все, можем хоть пострелять. Не, мы все берем, Где-то кто-то нам стреляет вдалеке. Опа, а ну иди сюда. Кто там стреляет? Это кто там такой смелый, а? Вот видите то, о чем я говорю. Низкое разрешение и все. И ты не видишь уже на каких-то пикселях какое-то движение. Вот где он стрелял? А вон я его вижу. О, здравствуйте. А я его что, приколопуцал, а? О, там еще один. Извините. Их много. Сейчас мы перезарядимся. Меня даже ранили. Кто там стреляет? Где ты, блин? Есть второй. Слушайте, я еще и на таком смартфончике. А где в ней чемоданчик? Что он не появляется? Сейчас так возьму. Блин, у нас ничего и нет. А, вот он появился чемоданчик. Берем все, что есть. Слушайте, ну мы двоих-то приколопуцали, ну нормально же. Блин, плохо читать. Разрешение маленькое, а маленькие буквы, они плохо читаемы. Ну, тут уж как есть, ребят. Тут как есть. Не буду приписывать ему какие-то суперспособности, этому смартфону. Однако поиграть тоже можно. Проверяем с вами быстродействие сетевых модулей. Это 5 ГГц модуль мы сейчас проверяем. И получаем 300 мегабит. Это стандартная для вот этих вот бюджетников. Стандартный показатель скорости. И в принципе 5 ГГц сеть работает неплохо. То есть, ну, учитывая его цену. Учитывая цену, это те модули, которые здесь стоят. 286 на загрузку. На выгрузку будет примерно то же самое. 300 мегабит. Вот то, что мы имеем. Ну, в принципе, тут никто ничего и не ожидал другого. Так, переключаемся на 2,4 ГГц. Давайте пробуем. Так, теперь пробуем 2,4. Давайте еще раз обновим. Стартуем. И 2,4 это у нас средние показатели. 40-50 мегабит вполне нормально. То есть то, что ниже 30, это у нас плохие показатели. От 30 до 60 мегабит это средние показатели. Все, что выше 60 до 100 и выше 100, это уже хорошие показатели. Но опять же, не следует забывать. Опа, на выгрузку видели, соточка. Но опять же, следует не забывать, что это бюджетный смартфон, и стоит он все-таки, там, грубо говоря, чуть больше $120. Поэтому рассчитывать, но это защищенный смартфон, рассчитывать на что-то будет тяжело. По поводу 4G сетки, которая здесь есть, агрегации нет, агрегацию я не вижу. Так, открываем спид-тест. 4G у меня в городе, это, конечно, еще та печаль. Но мы пробуем, мы в центре города, тут очень много людей, но агрегации нет, и при этом без агрегации он показывает 40 мегабит. Это очень неплохо для данного варианта использования. 40 мегабит, очень даже нормальный вариант. 40 на 40, пожалуйста. Имеем с вами вот такой вот результат. 40 на 40. Тут ничего плохого сказать не могу. Как в принципе и по проигрыванию какого-то мультимедиа с учетом его звуковых возможностей, да, этих. Но, кстати, насчет моно вот этой штуки и игры, стереозвук вы здесь не получите. Поэтому звук будет в игре, вы не будете слышать, куда кто бежит. Ну давайте, декодирует он вроде бы как 4К 60 FPS. А ну пробуем. А ну. Не. Вот 4К не идет. Давайте на каком... Слушайте, очень громко. При этом хоть и качественно. Ну давайте 2К 60.
Ну, переключайся, переключайся. Или же мы с вами на 4G до сих пор. Сейчас посмотрим, как это будет на Wi-Fi. Не, слушайте, 2К не хочет. Ну, тоже на HD экранчике. Давайте Full HD выберем. А ну. О, Full HD четко. Full HD 60 FPS это его ограничение, то есть по плавности. Там было видны профрезовки и была видна вот это вот стробоскоп этот долбанный. По поводу, смотрите, по поводу яркости экрана. Яркость просто невероятная. Я тестирую на половине, потому что когда на всю ставишь, это просто нереально, поэтому ставлю на половину. Очень сильно яркий экран, ну, действительно, для его цены вообще прям просто отлично. И как мы видим в настройках экрана, у нас есть адаптивная яркость автоматическая, блокировка ориентации, так, оптимизация цветовой температуры, хорошо, запись экрана есть, режим чтения, светодиод, что такое светодиод? Это управление светодиодом. Мне интересно, где у нас переключение, так как у нас 900 Гц, они что ли постоянные? Я не вижу здесь... вот, плавный экран. Вот, у нас есть высокий, либо 60 Гц стандартный. То есть это прикольно, потому что действительно очень-очень-очень плавный экран. И тут уж мне тоже жаловаться не на что. Так, поддержка Android Auto. И о самом телефоне мы видим DocOS, Pilot 1, MediaTek Helio G81. Кстати, здесь мы можем с вами выставлять ускорение, то есть увеличение памяти до плюс 12 гигабайт. В целом неплохо. Ну и знаете, вот тоже еще сейчас World of Tanks погоняю, можем уже потом идти делать выводы. В принципе, такого рода игры тут будут работать. И будут работать даже какой-нибудь код Mobile. Но низкое разрешение всегда внесет свои коррективы в том, что мелкие какие-то детали вы видеть точно не будете. Это факт, потому что HD плюс экран, это все-таки HD плюс экран. Так, ну давайте уже кто-нибудь там сливайте меня, что-нибудь, потому что я такой кокела прям. Сегодня работаю светлячком, поехал там что-то там. Здравствуйте. А ну давайте, идите сюда. Здравствуйте. Ух ты, я кого-то еще пробил. Еще пробил. Давай еще разок. Еще пробил. Еще пробил. Ну, давай назад. А что ты не можешь меня попасть или что? Ай-яй-яй, я застрял. На тебе гусеницу, я тебя сбоку, все. Меня слили, все как обычно. Ребят, готов пройти и сделать выводы. Уж поверьте, за такие деньги в качестве выводов скажу, что я могу его рекомендовать, но не больше. Вот не больше. Защищенный бюджетный смартфон с нормальным фонариком, с нормальным динамиком для рабочих специальностей, для дальнобойщиков, да вообще для военных подходит, для путешественников и наличие подводной камеры иногда может быть даже там где-нибудь взяли с собой, там что-то под водой поснимали, он действительно может под водой снимать. Это все хорошо, стандартно, как у любого оскала. Хотя он не лишен, конечно же, своих отрицательных сторон, таких как тот же самый HD-экран, который мне не понравился в плане разрешения и транспортировочной пленки. Но в целом неплохо, рекомендую. За эти деньги так вообще отлично. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.